В небольшой деревеньке Ивановка у пожилой пенсионерки Галины поселилась новая соседка. Она купила добротный дом недалеко от самой пенсионерки. Дом этот предыдущий хозяин продавал задарма, были у него большие финансовые проблемы, связанные с бизнесом. И вот совсем неприметная, невзрачная с виду женщина покупает этот добротный дом. По деревне поползли разные слухи. Какие только домыслы и догадки не строили односельчане Галины. Баба Галя никак не могла дождаться вечера. Ее новая соседка Наталья, женщина чуть больше 50 лет, рассказала ей такое, что у нее теперь просто голова шла кругом. В подтверждение своих рассказов даже пригласила зайти вечерком в гости. Мол, покажет кое-что. А началось все с простого разговора. Наталья с утра шла в магазин и заглянула к Галине. Она давно уже искала удобного случая, чтобы подружиться с соседкой. Да и пора было развеять все нелепые сплетни, которые сочиняли бабы про нее по селу. «Купить что-то вам, Галина Тимофеевна. В соседний магазин иду, пирог хочу испечь, и так еще кое-что по мелочи. Вот смотрю я на тебя, хорошая ты баба Наталья. Добрая, заботливая. Жаль, конечно, что не сложилось у тебя. Все одна, да одна. Но я смотрю, ты не грустишь. Не жалуешься. Не то что некоторые. А что мне жаловаться, Галина Тимофеевна? Мужчина любимый у меня есть, только пока не могу я жить с ним вместе. А почему не могу, обязательно вам расскажу. Вот никому бы не рассказала, а тебе расскажу. Да и вообще, хочу тебе кое-что рассказать, усиливала происки Наталья. Потому что я знаю, что если расскажешь кому, так ведь и не страшно, не поверит никто. Засмеялась женщина. Тимофеевна, ты говори, что купить-то тебе нужно, а я из магазина зайду, чайку нальешь, и я поведаю тебе, как мне живется. Думаю, порадуешься за меня, да и не будешь больше жалеть. Галине вроде бы и не надо было ничего, но попросила она Наталью купить хлебушка, да конфеток к чаю. Любопытство разобрало пенсионерку, что же такого соседка ей хочет рассказать. Принесла Наталья пенсионерке хлебушка и конфеток, а та чайку ароматного заварила, да слушать приготовилась. Уселись они за круглым столом. Галина Тимофеевна с нетерпением стала ждать рассказ. Ну, наверное, с самого начала надо тебе все рассказывать. Сама ведь я тоже деревенская, как и вы. Правда, далеко от этих мест я родилась. А попала в эти края по распределению, после института. Замуж вышла. Дочь родилась. С мужем вот правда мы быстро разбежались. Так что дочь пришлось самой поднимать. Но с Божьей помощью все сложилось удачно. Доченька умницей и красавицей выросла. Уехала учиться в Москву. Осталась я совсем одна. И вот представляешь, когда уже не думала и не гадала, пришла в мою жизнь любовь. Большая, настоящая и взаимная. Все было хорошо. Мы даже собирались расписаться. Как вдруг, фирма, в которой он работал, подала на него в суд, якобы за финансовые махинации. Я как могла пыталась спасти его от тюрьмы. Квартиру в городе продала. Наняла лучших адвокатов, но все равно ничего не помогло. Посадили его на 8 лет. А мне пришлось на остатки денег от продажи квартиры купить себе разваливающуюся халупу в одном почти полузабытом поселке. В общем, жизнь моя счастливая рухнула, так и не начавшись. Галина сидела, открыв рот. Уж очень она любила такие истории, прямо как в сериалах по телевизору. «Ну давай, дальше рассказывай», – торопила она Наталью. Так вот, переехала я в свою новую халупу. Одна-одинешенька. В полной депрессии. Больше всего на свете мне хотелось в тот момент умереть. Рыдания накрыли меня с головой. Наконец-то я смогла выплакаться, пока меня никто не видит. Я лежала, уткнувшись в подушку, и рыдала, оплакивая себя и свою жизнь, и тяжелую судьбу своего любимого. Хотелось только одного – залезть в петлю. И я пошла искать веревку. В самом дальнем углу двора стоял старый сарай. Дверь с трудом открылась, издав страшный скрип, и захлопнулась за мной. Но сквозь пробивающийся через щели свет было кое-что видно. Сарай был забит старым барахлом, гнилые щепки, старая мебель и клубки бечевки. Я отбросила бесполезный клубок бечевки в угол и услышала тихий стон. Прислушалась. Стояла гробовая тишина. Решила подойти к тому углу, откуда слышался стон.
В темноте на меня смотрели два блестящих бельма. Собака такая маленькая, облезлая и грязная. «Собачка, ты откуда здесь взялась?» И я присела, чтобы лучше рассмотреть животное в темноте. В ответ она только оскалилась и тихо зарычала, как будто предупреждала: «Оставьте меня в покое». Мне так стало жалко бедное животное, что тут же перехотелось вешаться. В этот момент мне показалось, что собака такая же несчастная, как и я сама. Она похожа на меня и тоже хочет умереть. Что-то щелкнуло в этот момент во мне. Я сходила в дом, взяла фонарик и посветила в угол. Господи, да это же не собака, а лиса, вернее лисенок. Только не рыжий, а какой-то грязно-серый и тощий. Я не знала, что с ним. Может, он был раненый или больной. Выходить из своего убежища лиса не торопилась, но уже не рычала на меня. В общем, невероятными усилиями, через несколько дней благодаря хорошей кормежке и всем тем добрым словам, какие я только смогла помнить, лисенок стал мне немного доверять. А еще через какое-то время мне удалось переместить его в дом, поближе к себе. На дворе уже становилось холодно и морозно, и бегать постоянно в сарай мне не хотелось, да и лисенку лучше было жить в тепле. Вот так у меня появилась отдушина. И можно сказать, даже друг, доверие которого мне пришлось очень долго добиваться. Я и сама стала возвращаться к жизни вместе с ним. В заботах о своем новом питомце я почувствовала вкус к жизни. Но беда, как известно, не приходит одна. В одну из ночей загорелись мои хоромы. Не знаю, как уж это получилось. То ли от ветхости электропроводки, то ли поджег кто-то из мести, моему любимому. Я и такой вариант не исключаю. Но выгорело все дотла. Я успела выскочить только благодаря своей лисе. Это она меня разбудила. Орала на весь дом. В общем, выскочила я в чем была. Хибару мою потушили, а толку-то? Пришлось перебраться жить в сарай. Тот самый, в котором я лисенка нашла. Хорошо, что на дворе была весна. Соседей, конечно, понатаскали мне, кто, что мог. Помогали и с едой, и с вещами, ничего не могу плохого сказать. Очень я им благодарна, а что делать дальше, я не знала. Полное отчаяние. Решила начать с того, чтобы хоть как-то привести сарай в божеский вид изнутри. Стала выкидывать ненужный хлам. Попыталась расставить старую мебель. Лиса долго крутилась у меня под ногами. Вынюхивала все углы. И пыталась раскапывать полусгнившие от времени половицы. В одном углу она дорылась до земли и стала углубляться. Она бешено отбрасывала комья земли, пока я не увидела на дне какие-то сгнившие тряпки. Я схватила лопату и стала копать, пока не извлекла из земли старинную шкатулку. А в ней чего только не было: монеты, драгоценности, жемчуг и даже бриллианты. Вот так у меня и появился этот дом. А вскоре по УДО освобождается мой любимый человек. Мы хотим построить здесь приют для животных. А первым жителем в нем будет моя лиса. Кстати, приходи, Галя, вечером в гости. Я тебя с ней обязательно познакомлю. Вот такая удивительная история, а вам, дорогие зрители, спасибо, что дослушали до конца.